Итак, перейдем к окраске наших лепестков. Будем использовать краски фирмы Gamma. У меня это пшеничная, это анилиновые красители. Теперь красная. Это Gamma Batik Hobby, но не акрил, это анилин. То есть на акриле написано здесь акрил, а здесь вот без надписи это как раз анилиновые красители. И еще у нас есть зеленая батик, но она у меня уже наведенная, как бы здесь с желтым, здесь с красным. То есть вот здесь вот такой цвет, даже немножко черного у меня здесь, такой зеленый, травяной, насыщенный, достаточно так немножко темноватый. Я буду использовать для покраски именно эти три краски. Сначала мы берем наши лепестки, их смачиваем в воде, раскладываем. Сейчас я возьму прям несколько, три лепестка и на них покажу окраску. И вот этот вот лепесток. Вот 3 лепестка. Мы с вами смочили водичкой. А теперь я вот возьму пшеничная, у меня тут совсем чуть-чуть ее, и она очень насыщенная. Я ее возьму и разбавлю водой. Вообще желтый сейчас, как бы я не могу никак желтую краску купить. У нас почему-то перестали продавать Gamma Batik Hobby. Я всегда покупала в Leonardo. Сейчас их перестали выпускать. И самое главное, что от долгого хранения, особенно вот эта вот желтая краска, она почему-то портится. У нее появляется осадок. В данном случае я поэтому ее сразу не навожу, а вставляю вот таким образом. Вот, смотрите, вот такой цвет у меня. Он немножко коричневатый. Мы его пустим вот на края наших лепестков. Вот, желтенький такой. Слева направо, то есть вот с основания слева направо вот такими движениями мы делаем окраску. Теперь берем немножко зеленого. Зеленый более такой насыщенный, и мы его будем использовать где-то вот с правой стороны. Немножко пройдем зелененьким. Вот. Он у меня немного холодный оттенок имеет, этот зеленый, поэтому я сейчас еще возьму и сверху его немножко оттеню вот таким пшеничным, и он будет поинтереснее смотреться. Вот так. Теперь берем красный. Красным, бледненьким, здесь вот он у меня разведенный красный, накрашиваем оставшиеся лепесточки, кончики. Теперь возьмем неразбавленный красный и пройдемся им так вот по краям. Вот примерно так могут у нас выглядеть лепестки. Можно их сделать посветлее, потемнее, ну, в принципе, в зависимости от того, что вы хотите добиться. Можно где-то белого побольше, где-то желтым разбавить еще, немножко зеленый побольше сделать в каких-то местах. Показываю, что получилось. Вот примерно вот так. Эти откладываем на чистую поверхность.
сушиться. Вот так они у меня выглядят в окрашенном виде. Теперь мы окрасим листья. Листья, в принципе, таким же образом мы их смачиваем водой, раскладываем на той же поверхности. И не важно, что тут вот у нас как бы испачкано красной краской больше всего. Здесь ничего страшного нету, потому что у нас как бы листья, даже если и питают вот этот цвет, который у нас есть, он будет соответствовать нашему цвету лепестков. И это как раз то, что нам надо добиться. Вот, теперь мы окрашиваем, даже вот так, смотрите, можно вот положить. У меня пшеничный, что-то уж очень такой бледненький. Сейчас я его прям положу погуще. Чтобы лепестки были немножко поярче. Вот. Теперь берем зеленый. И следующий лист. То есть делайте так, чтобы одна сторона была более такая темная, другая посветлее. Я вообще люблю, я не люблю сильно бледные такие цветочки, я люблю более яркие. И поэтому, если какая-то композиция сильно такая бледненькая, мне ее очень хочется сделать более яркой. Я понимаю, что когда свадебные композиции мы делаем, тут, конечно, должно все быть более бледным в таком цвете. Но, не знаю, как бы это нормальное явление. В данном случае я хочу сделать немножечко поярче. Но, опять же, это будет не сильно ярко. Вот, и немножко еще добавлю желтизны. Красного я думаю, ну, хотя не знаю, сейчас посмотрю, может, немножечко тоже добавлю где. Сейчас растечется краска как следует. Я вам покажу, что получилось так. Ну, вот если красным мы где-нибудь вот тут, от серединки, здесь вот можно вот сверху немножко красного добавить. Он просто дает оттенок немножко. И вот здесь. Вот. И думаю, больше здесь ничего такого не надо делать. Сейчас я вам покажу, как получились листья. И тоже их раскладываем сушить. Вот такие милые листики у нас получились и лепестки. Таким образом мы окрашиваем полностью все детальки, особенно вот эти вот и маленькие тоже, точно так же, как мы вот с вами раскрашивали вот эти лепестки. Теперь начнем обрабатывать листья. Нам нужна поверхность, на которой мы работаем, плюс какой-нибудь платочек или кусочек ткани тоненькой. Раскладываем уголком ткань, берем, ну, например, вот лист, складываем его либо пополам, либо просто кладем лицом вот на поверхность, вот таким образом. Закрываем так, чтобы сгиб был посередине нашего листа, вот так, вот, середина нашего листа. Подставляем утюг и проводим, оттягиваем угол, вот, угол один нашего платочка и вытягиваем, то вот оттягиваем его сильно и прокручиваем его с одной стороны в другую сторону. Вот так выводим. Смотрим, что у нас получилось. Раскрываем и вытаскиваем наш листик. Вот так загофрировался наш лист. Вот, стал он сильно-сильно гофрированным. Вот. Откладываем его в сторонку. Таким образом мы гофрируем листья. Теперь нам нужно загофрировать, ну, лепестки. Их очень много, поэтому их можно прям гофрировать по несколько штук. Ну вот, например, смотрите, берем большие, вот лицом опять же кладем туда, как бы на поверхность нашего платочка и складываем таким образом, чтобы примерно половинка лепестка была вот так прикрыта. Все, ставим
наш утюг и вытягиваем. С другой стороны наш платочек. Расправляем его и смотрим, как загофрировались наши лепестки. Вот наши гофрированные лепестки. Вот так они у меня выглядят. Откладываем в сторонку. И сейчас я вам покажу, как вот самые маленькие вот кусочки, которые у нас есть, их тоже можно загофрировать таким же образом. То есть раскладываем по 2 или 3 штучки, как вот вам удобнее. Также по центру их закрываем. И таким же образом, прокручивая наш платочек, выводим его с другой стороны. Вот так. Мы смотрим, что у нас получилось. У нас вот 2 таких гофрированных листика получилось. Вот этот листик даже свернулся. Ну, его, если надо, его можно расправить. Посмотрите, какие тоненькие лепесточки. Видите, они как закрылись. Вот. Я считаю, это очень хорошо. Вот, смотрите. Вот так красиво загофрировались наши листья. Лепестки и листья. Сейчас я вам покажу все, что у меня получилось. А вы посмотрите это и в цвете. Вот наши листья. Вот наши лепестки. Они разного цвета, разного оттенка все получились. Вот посмотрите. Вот, и так они у меня выглядят. В принципе, для цветка они выглядят очень даже неплохо. Но это не вся гофрировка. Сейчас мы будем обрабатывать наши лепестки свечой.